Всем привет, вы на канале Дифи. Этот ролик отличается от всех остальных моих роликов. Сейчас вы поймете почему. Большая просьба поставить этому ролику лайк, поделиться с ним друзьями. Также подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Ссылку на телегу я оставил в описании. Ну и этот ролик будет про то, что я пообщался с администратором. Ну как с администратором? С модератором группы ВКонтакте, задал интересные вопросы. И вот какие ответы я получил на вопросы. Ну, понятное дело, я с ним поздоровался, и он сразу же ответил и спросил, чем он может помочь. И я решил задать свой первый вопрос: могут ли вы давать купоны перепаковки модератора игры, и на данный момент можно ли получить данный купон? Он написал, что такой возможности не имеет, и купон выдают сейчас на 300 уровне контракта Большой Куш, но я думаю, это многие знают. После этого я не стал ждать и задал еще один вопрос, всего я задал 15 вопросов. Я задал вопрос, что будет, если проехать на автомобиле 1000 или 10 тысяч, даже если 1 000 000 километров, получит ли игрок какой-то бонус или что-то в этом роде. Он ответил, что это никак не повлияет. И на следующий вопрос я тоже получил ответ. Кстати, на все вопросы, что я задал, я получил ответ. Я спросил, как вы попали на должность модератора, много ли людей задействовано в команде проекта, и на что я получил ответ, что это конфиденциальная информация. Ну, с ним не могу не поспорить насчет этого. После чего я задал вопрос, как вам известно, на платформе Android уже давненько появилась функция перетягивания каната, онлайн-гонка и так далее. Возможно ли, что данные функции будут доступны на платформе iOS? Я получил ответ, то, что это возможно, и как только данный режим выйдет из бета-тестирования, его добавят в игру. Это, наверное, было ожидаемо, но классно то, что вот сказали, что да, такой режим тестируется, и он будет так же само на iOS-платформе. После чего я задал вопрос, известно ли вам количество онлайн игроков в день, получил ответ, что это конфиденциальная информация. Ну, как бы да. В общем, еще задал пару вопросиков, почему происходит ребаланс и зачем добавляют новые классы автомобилей. И получил ответ на данный вопрос для более увлекательного игрового процесса. То есть на этом добавление новых классов не остановится, я думаю, будет еще расширяться. После чего задал большой и такой длинный вопрос, сколько на данный момент в игре автомобилей, почему некоторые автомобили покидают игру, есть ли какие-то эксклюзивные автомобили, которые доступны лишь разработчикам. И получил ответ, что более 200 автомобилей доступно. Есть автомобили, которые убрали из автосалона из-за того, что они были непопулярны среди игроков, но они доступны в ящике «Новогодняя сотня». У разработчиков нету никаких эксклюзивных автомобилей, но еще в том вопросе спрашивал топ-3 автомобиля по его мнению, но он сказал, что не будет отвечать на данный вопрос. Задал еще вопрос, будут ли изменения в испытаниях, возможно увеличение их количества, и он ответил, что нет такой информации по дальнейшему развитию проекта. Был еще вопрос, на данный момент самой мощной машиной в игре является Dodge Viper. Почему невозможно добавить машину мощнее данной? Ограничение движка или же есть на то другая причина? Ответ был тем, что это обусловлено игровым балансом. Ну и еще пару вопросов. Как вы считаете, возможно ли приход в игру электрических машин? Смогли бы разработчики как-то обыграть данную историю? Нет информации по данному поводу. Но я был бы рад, если бы добавили какой-то электрокар. В принципе, электрокары сейчас красивые и популярные. Спросил еще, какой сет сейчас самый имбовый, турбо или чарджер. Нету информации, игроки подбирают конфигурацию сами. На подобные вопросы тоже модерация не отвечает, но это и понятно. Еще я задавал вопрос, по вашему мнению, закончилась ли эра чарджеров и повлияло как-то обновление 3.5.1, и модератор ответил, что не имеет такой информации. В следующем вопросе я спросил, что же означает надпись «количество владельцев в ремонте двигателя». Это отсылка на вторичный рынок или же есть другое объяснение? И мне ответили, это просто графический элемент, никакого смысла не несет. Теперь все стало на свои места, но я думаю, вы и так должны понимать, что модератор бы не сказал вам в лоб, что да, будет. Еще был вопрос, вы затронули вопрос бета-тестирования. У меня был вопрос на данную тему. Происходит сейчас набор на бета-тестирование, как зачастую проходит отбор. Обычный игрок может ли попасть в бета-тест? И получил ответ, сейчас набор закрыт. Когда открыт, в группе появится соответственный пост с анкетой. Нет временных рамок, зависит от качества работы тестировщиков, и большинство игроков есть бета-тестировщиками. И был у меня последний вопрос, могли бы вы дать пару советов новым игрокам? И разработчик мне скинул ссылку на интересный пост, всем рекомендую его почитать. Также огромное спасибо данному модератору за терпение и за то, что ответил на мои вопросы.
Предложите мне вопросы для следующей части в комментариях. Я думаю, месяца через 2-3 мы снимем вторую часть. Напишите, и самое интересное я отберу и спрошу в следующий раз. Также почитайте тот пост, я его читал, довольно интересный и полезный. Еще раз напоминаю, с вас лайк, подписка и напишите, что бы вы реально спросили у разработчика. Я отберу и реально спрошу данные вопросы. Всем спасибо за просмотр, с вами был, как всегда, Дифи. Пока-пока.